17 октября, 2:13 ночи. Первым его увидел пастух. Старик Семен гнал овец вдоль холмов под Воронежем, когда небо вспыхнуло так ярко, будто кто-то разорвал ночь пополам раскаленным ножом. Овцы взбесились мгновенно. Они начали блеять, биться друг от друга, ломиться в разные стороны. А потом пришел звук, не грохот, не взрыв, что-то другое. Низкий, вибрирующий вой, будто сама земля загудела изнутри. Семен поднял глаза. Над лесом горел огненный хвост. Метеорит падал медленно, слишком медленно для камня. Он будто плыл, оставляя за собой красный след, а потом исчез за линией деревьев. Через 3 секунды ударила волна. Земля дрогнула. Пастух упал на колени. Птицы сорвались с деревьев черным облаком. И наступила тишина, полная, ненормальная, даже ветер исчез. Семен смотрел на лес и вдруг понял, что овцы больше не шумят. Он обернулся. Все животные стояли неподвижно, смотрели в одну сторону, на лес, а потом одна овца медленно открыла рот, и оттуда выполз тонкий черный червь. Глава 1. Объект Кратер 7. Через 8 часов место падения оцепили военные. Официально упал спутник. Неофициально никто не понимал, что именно нашли в лесу. Кратер был странным, неглубоким, скорее будто что-то мягкое вдарило в землю. Посреди воронки лежал объект размером с автобус, черный, без трещин, без осколков. Поверхность напоминала обугленную плоть, она пульсировала, словно дышала. «Радиации нет», — сказал один из ученых. «Тогда почему датчики сходят с ума?» Никто не ответил. Полковник Громов стоял возле края кратера и курил уже 3-ю сигарету подряд. «Вскрывайте!» «Мы даже не понимаем, что это!» «Мне плевать!» Инженеры подвели резак. Когда металл коснулся поверхности объекта, раздался звук. Писк, тонкий, почти живой, а потом оболочка раскрылась сама, будто цветок, и изнутри хлынула черная масса. Она двигалась, извивалась. Тысячи тонких существ, черви, каждый длиной с палец, без глаз, с кольцевыми ртами. Они двигались невероятно быстро. «Назад! Назад!» Поздно. Первый червь прыгнул на солдата. Тот закричал, когда существо вцепилось ему в щеку и полезло к уху. Мужчина выстрелил себе в голову раньше, чем червь исчез внутри. Началась паника. Автоматные очереди, крики. Но черви уже расползались по снегу живым ковром. Они лезли в сапоги, под одежду, в глаза, в нос, в рот. Люди падали и бились в судорогах. Через 2 минуты все стихло. Полковник Громов тяжело дышал, прижимаясь к броневику. Он был одним из тех, кто успел отступить. Вместе с ним выжила биолог Алина Воронцова. Они смотрели вниз, в кратер. Тела погибших медленно поднимались. Ломано, дергано, как куклы на нитях. И все одновременно повернули головы к выжившим. Глава 2. Первое заражение. Новости появились через сутки. Сначала странное нападение. Люди кусали родственников, бросались под машины, разрывали себе уши. В Воронеже мужчина убил семью кухонным ножом, а потом сидел на полу и повторял: «Они внутри, внутри, внутри». В больницах происходило нечто хуже. Пациенты с судорогами умирали, а через несколько минут оживали. Но это были уже не люди, они не говорили, не чувствовали боли и пытались добраться до лиц окружающих, особенно до глаз и рта. Доктор Марина Белова в
впервые увидела это в третьей городской больнице. Мальчик лет 12 лежал привязанный к койке. Его тело выгибалось дугой, из носа текла кровь. «Держите его!» Медсестры навалились сверху, и вдруг ребенок открыл рот слишком широко, невозможно широко. Челюсть хрустнула, из глотки выполз черный червь, толстый, мокрый. Он прыгнул прямо на медсестру. Женщина закричала, когда тварь исчезла в ее ноздре. Через 20 секунд она перестала сопротивляться, поднялась, медленно повернулась к врачам и улыбнулась. Глава 3. Они учатся. Через неделю Москва закрыла регион, военные блокпосты, карантин. Интернет начали глушить, но было поздно. Заражение уже распространилось. Черви действовали не как вирус. Они были разумны. Они координировались и быстро учились. Алина Воронцова изучала вскрытых зараженных в подземном институте под Москвой. Она первой поняла страшную вещь. Червь не просто управлял мозгом, он переписывал нервную систему, прорастал внутри человека, пускал тонкие нити через позвоночник, и самое жуткое – зараженные сохраняли сознание. Люди внутри все понимали, но не могли управлять телом. Один зараженный сумел написать кровью на стене: «Я все чувствую». После этого он вырвал себе язык. Глава 4. Ночной город. К декабрю пал Санкт-Петербург, потом Екатеринбург, потом Минск. Черви распространились через транспорт, канализацию, вентиляцию. Они могли часами жить вне тела, прятались в воде, в трупах, даже в животных. Кошки стали переносчиками, собаки, крысы. Люди начали бояться всего живого. Ночью города выглядели мертвыми. Но это была иллюзия, потому что зараженные не спали. Они стояли в темноте, на перекрестках, во дворах, на крышах и слушали, ожидая звук дыхания. Глава 5. Метро. Илья Кравцов раньше был машинистом метро. Теперь он вел группу выживших через туннели под Москвой. Наверху было слишком опасно. Зараженные реагировали на шум, но метро оказалось еще хуже, потому что там жили черви. Они покрывали стены черной слизью, шевелились под рельсами. Иногда казалось, будто сами туннели дышат. Группа двигалась молча. Фонари едва освещали путь. Впереди шла девочка Настя. Ей было 9. Она перестала разговаривать после смерти родителей. Вдруг она остановилась, подняла руку. Все замерли. Из темноты донесся звук, щелчки, сотни мелких щелчков. Илья посветил вперед. В туннеле стояли люди, десятки, неподвижно. Их головы были наклонены набок, рты открыты. Из них медленно выползали черви. Глава 6. Колония. Военные создали последний укрепленный комплекс в Сибири. Объект Полярис. Там собрались ученые, солдаты и остатки правительства. Алина прибыла туда зимой и увидела ужасную правду. Один из ученых уже был заражен, но скрывал это. Червь внутри него научился идеально копировать человека. Он ел, разговаривал, шутил, спал, но по ночам выходил в вентиляцию и откладывал яйца. Когда это обнаружили, было поздно. Половина комплекса оказалась заражена. Началась резня. Солдаты стреляли во всех подряд. Крики эхом неслись по коридорам. Свет мигал, сирены ревели.
а зараженные двигались среди дыма совершенно спокойно, словно единый организм. Глава 7. Королева. Алина сделала открытие случайно. Во время вскрытия огромного зараженного существа, найденного под Новосибирском, оно было размером с медведя, слепленное из нескольких человеческих тел. Внутри грудной клетки пульсировал гигантский червь, матка, королева, и тогда стало ясно, черви не просто выживали, они строили экосистему, планета становилась инкубатором. «Они готовят Землю», — сказала Алина. «Для чего?» Она посмотрела на снимки космоса. Их было больше. Метеоритов, десятки, летели к Земле. Глава 8. Сигнал. Военные заметили странные. Черви реагировали на определенные частоты, особенно на низкий инфразвук. Когда включали мощные генераторы, зараженные впадали в ярость. А некоторые черви погибали. Ученые начали эксперименты и нашли частоту 19 Гц, звук, вызывающий разрушение их нервной структуры. Но была проблема. Для воздействия на большие территории нужен колоссальный источник энергии. Такого у человечества почти не осталось. Потому что мир рушился, города молчали, спутники падали, связь исчезала. Большая часть человечества уже была мертва, или хуже. Глава 9. Последний поезд. Илья возглавил миссию. Нужно было доставить генератор на старую радиостанцию под Уралом. Оттуда можно передать сигнал на 1000 километров. Шанс был один. Они ехали на старом бронепоезде через мертвую Россию. За окнами тянулись пустые города. Иногда на путях стояли зараженные. Сотни, тысячи, неподвижно, смотрели вслед поезду, будто знали. На третий день Настя впервые заговорила тихо. «Они слышат нас». Илья замер. «Кто?» Девочка посмотрела в темноту вагона. «Черви!» С потолка что-то капнуло. Черная слизь. Глава 10. Внутри. Ночью поезд атаковали. Черви полезли через вентиляцию, через щели, через трубы. Люди стреляли вслепую. Кто-то кричал, кто-то стрелял себе в голову, чтобы не дать тварям залезть внутрь. Илья видел, как зараженный солдат схватил женщину и силой удерживал ее рот открытым. Тонкий червь извивался у ее губ. Она плакала, умоляла, а потом замолчала. Глаза стали пустыми. Илья убил обоих. После боя выжило 7 человек. Настя сидела в углу и дрожала. Из ее уха текла кровь. Глава 11. Правда. Алина поняла кое-что еще. Черви не были оружием, они были беженцами. Их мир погиб. Метеориты – это ковчеги. Они искали новую планету, новых носителей. Но это ничего не меняло, потому что человечество для них было просто мясом, ресурсом, инкубатором. Она пыталась рассказать это генералу Орлову, но тот уже готовил другое решение. Ядерный удар по крупнейшим зараженным зонам. Мы сожжем половину страны, иначе сгорит весь мир. Глава 12. Город мертвых. Поезд добрался до Урала. Радиостанция находилась под заброшенным городом, но станция уже была занята зараженными. Они стояли вокруг башни плотным кольцом, тысячи тел, полная тишина. Илья понял, они знают, зачем пришли люди.
Настя вдруг начала кричать, схватилась за голову. Из ее носа выполз тонкий черный хвост. Она была заражена все это время. Девочка подняла глаза и заговорила чужим голосом. «Вы проиграли». После этого ее тело разорвало изнутри. Черви хлынули наружу, и толпа двинулась вперед. Глава 13. Сигнал смерти. Началась последняя битва. Солдаты стреляли до последнего патрона. Башня дрожала. Зараженные лезли по стенам, по потолкам. Даже горящие они продолжали двигаться. Илья с Алиной добрались до генератора. «Запускай! Частота убьет и нас! Тогда быстрее!» Генератор завыл. Воздух задрожал. Появился низкий гул. 19 Гц. Сначала ничего не произошло, а потом зараженные начали падать. Они бились о стены, рвали себе головы. Черви выползали наружу и лопались, как перегретые личинки. Весь город наполнился визгом. Земля дрожала. Башня начала рушиться, но сигнал уже уходил дальше. Через километры, через города, через стены. Весь мир стал другим. Человечество выжило, но едва. Погибли миллиарды. Целые города превратились в кладбища. Многие зараженные так и остались стоять там, где их убил сигнал, с высохшими червями внутри черепов. Алина жила в маленьком поселении у Байкала. Иногда ночью ей казалось, будто она слышит шепот, тонкий, шуршащий, из вентиляции, из труб, из земли. Однажды утром она проснулась от странного звука. Щелчок. Женщина медленно повернула голову. На подоконнике лежал маленький черный червь, живой, и он смотрел прямо на нее.